Привет, комрады! В своем предыдущем видео я показывал янкийский костер, рассказывал о своих впечатлениях. И чтобы сравнить костер янкийский с тем костром, возле которого я обычно ночую зимой, я из тех же самых дров, тех же самых бревен, которые лежали в янкийском костре, сделал вот такой обычный костер, такую пачку. Обычно, правда, для ночевки я беру 3 бревна, но они чуть потолще. Здесь просто те же самые деревяшки, что были в янкийском костре. Вот он почти разгорелся, часть еще не горит. Что можно сказать в сравнении? Повторю, тот же самый материал на том же самом месте. Янкийский костер проиграл просто по всем параметрам. Во всем, чем только можно. Он горит намного слабее. Он больше тлеет, жара от него, тепла, света меньше. Огненный фронт янкийского костра тоже меньше. Дров янкийский костер требует больше. Там вы минимум должны использовать метра 2,5, 3-4 бревна. Все это хозяйство янкийское горит намного более капризно, что ли. Костер более капризной установки. Он вовсе не работает на автомате и требует больших забот, чем костер вот из параллельно уложенной пачки бревен. Вы можете, если делаете обычный костер такой для ночевки, положить 3 бревна, если они потолще, если потоньше 5, там 7, 6, сколько будет. То есть вот это легче делается, намного легче разжигается, горит более стабильно, жарко. Тепловой фронт для ночевки при том же количестве бревен, вот эта вот сторона теплая, вдоль которой вы можете лежать, будет намного шире. Жара здесь больше, повторю, чем в янкийском костре. Заботы никакой о нем особой-то не нужно. Вот прогорит верхнее бревно, положила вон новое. Все, пожалуйста. Дров потребовалось меньше. Вон 3 бревна, которые у меня там участвовали в янкийском костре, я их просто отложил. Просто никакой надобности в них нет. Горит, то есть меньшее количество бревен и более жарко. Более эффективно. Сидеть вот тоже. Вот я сижу здесь, расстояние что-то около метра. Вполне тепло. Ближе уже просто вот жарко. В янкийском костре этого не наблюдалось, при том же количестве бревен. То есть не ведитесь на то, что вам говорят какие-то люди. Проверяйте их информацию в интернете, вас очень часто обманывают. Даже не из дурных намерений, а потому что просто у этих людей нет опыта. И я все-таки себе позволю небольшую ремарку. Как я уже говорил, топор является показателем, так сказать, таежного развития человека. То есть, каков его топор, вы по топору можете понять, какой это охотник, таежник. Вот у одного человека, который много рассказывает про янкийский костер в интернете, какой он крутой костер, у него топор с резьбой на ручке. Просто попробуйте, поработайте 20 минут голыми руками, порубите нормально таким топором, что у вас будет с руками. После этого вы говорите, что у вас очень большой опыт работы в тайге, что вы там часто и много времени провели. Для меня человек, у которого нет нормального топора, который не умеет им работать, это, извините, он ничего в тайге не понимает. Вот, так что ни в коем случае не рекомендую вам для ночевки янкийский костер. Это худший вариант. То есть больше нужно бревен, больше возиться, горит капризней и слабее. Это делается намного проще, дров нужно меньше, горит ярче, теплее и более надежно и устойчиво. Все, комрады, пока. Заходите еще что-нибудь расскажу.